Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Главное событие вашего июня. Что приготовила вам судьба и к чему приготовиться прямо сейчас? Вот давайте и будем прямо сейчас узнавать. И сначала карты пасьянса, которые нам расскажут, что создает, может быть, интригу главного события. И что же там судьба? Может быть, это как события, которые постепенно вас подводят к чему-то очень важному, главному, то, что вам именно сейчас нужно продумать для себя, да? Какую-то траекторию или услышать важно знать. Итак, что же тут нам расскажут и покажут? Итак, смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Не вижу пока совпадений. Но я должна сказать, это тогда может свидетельствовать о том, что, спокойное течение жизни. Может быть, это где-то и поначалу, но сама по себе энергетика месяца обещает быть волшебной. Особенно середина месяца с 9 по 13. И у вас выпадает, посмотрите, лебедь, верность, любовь, радость, взаимопонимание. Наверное, самые приятные эмоции, которые только существуют. И вот у вас буквально в центре пасьянса какая-то новость. Кстати, это получается у нас несколько ниже. Стало быть, это может быть связанное, допускаю, в районе 15-го. У нас новолуние в Близнецах, и поэтому... А близнецы – это всегда коммуникация, поэтому это может быть как новость, какое-то важное сообщение, важная бумага, возможно, и встреча какая-то, потому как близнецы отвечают за коммуникацию. Стало быть, нам с кем-то придется коммуницировать, договариваться. Может быть, мы все разные. У кого-то это просто состоится важный разговор телефонный, а у кого-то и переписка. Я тоже не исключаю. Но я точно так же не исключаю. Смотрите, у вас совпадает конверт. И все же в пасьянсе это какая-то именно материальный документ, скажем так. Поэтому может быть в конечном итоге какое-то подписание, либо вы его ждете. Может быть, это будет получение вами, как по почте даже, какого-то конверта. Но у кого-то будет совпадать просто вот как информационный поток. Поэтому приготовиться, наверное, к контактам как минимум стоит. Или приготовила вам судьба ряд важных сообщений. И вообще астрологически нам советуют не спешить. Как и в районе 15-го мы говорим, да, середина месяца. Плюс-минус, это одна дата, это не говорит, что прямо вот в этом дне что-то начинается и заканчивается. Конечно, нет. Новолуние оно будет проигрываться с заходом на июль. Но вот, видимо, как новая точка отсчета, это может быть вполне у вас. Но тут ведь нужно, понимаете, сначала именно продумать что-то. Кстати, я не исключаю. До конца июня, в самом конце июня, и для вас это очень позитивный транзит, потому что Юпитер 30 июня перейдет в знак зодиака Лев. И для всех знаков стихии огня, в коем являетесь и вы, мои дорогие овны, это такой своеобразный прорыв. Причем последующие 6 месяцев для вас очень могут быть продуктивными. Это добрая энергия, когда Юпитер, мы называем планета большого счастья, вам помогает, как и в работе, так и в делах личной жизни, домашних. Смотрите, у вас выпадает костер. Костер – это вопросы дома. Это может быть как и недвижимость сама по себе, но точно так же могут быть домочадцы. Смотрим, что мы еще тут можем соединить. Откровенно говоря, не вижу больше совпадений. Пасьянс говорит, что Овен, будь готов именно к какому-то информационному потоку. И в основном, если мы смотрим, да, вот рядышком, главное, находится и лебедь, и костер, домашний очаг. Значит, вопросы личной жизни или место пребывания, проживания, возможно, планируемого. Давайте пойдем с вами дальше. И если уж мы с вами заявили главное событие, к чему приготовиться, вот давайте будем готовиться. И главное событие, что это будет для вас. Может быть, это какая-то новость, которая для вас раскроет вообще какие-то новые горизонты.
Я не исключаю, что точно так же для кого-то это может быть ваше решение. Но вот тут, судя по всему, информация это точно. Приготовьтесь. Главное событие. Карта Верховная Жрица. Вы чего-то сейчас даже не видите. С чем это связано? Пусть нам раскроют карты. Ну, это действительно личная жизнь. Это могут быть и родственники. Все-таки мы все разные. Не забываем, что это у нас общий прогноз. Но вот тут, вы понимаете, тут какая-то радость идет. Карта праздника. Так с чем же связано это главное событие? Что это будет для вас? А вот смотрите. Наверное, ретроградный Плутон нам тоже где-то еще в конце мая говорил и на начало июня, что как сконцентрировалась, может быть, как ваша идея, ну а у кого-то и проблема. Когда вы можете даже не видеть на сегодняшний момент, как это решать, или как к этому даже подступиться. Карта искаженного восприятия. Наша девушка в зеркале видит совсем не то, что есть в реальной жизни. И именно мы спрашиваем, как что-то такое основополагающее для вас, да, вверху у нас Верховная Жрица. Где-то, знаете, новые варианты решения вопроса. Новые варианты вас ждут решения какой-то темы. Мои дорогие овны, я могу предположить, что то, что вы видите даже сейчас и думаете, что вам это необходимо, может быть, кто-то из вас даже пытается удержать какую-то ситуацию, а тут действительно будет что-то либо как изменение в обстоятельствах, изменение в жизни людей. Это будет все оказывать влияние на вас. Карта больше о финансовом благополучии. Вообще это карта достатка, процветания, изобилия. Да, есть такой элемент, что как карта эгоиста. Но тут мы смотрим, почему эгоиста я так иногда называю. А потому что все есть. Это где-то нам самим не столько уж хочется бросаться в какие-то новые подвиги, сколько наоборот хочется стабилизировать жизнь. И у вас таки это получается. Но после этого, а вот не хочется, хочется сказать, дергаться, да, или как будто, ну вот вибрировать, может быть, с каждой новостью или с тем, что на нас где-то пытаются воздействовать. Хочется стабильности, ясности, порядка. И вы как будто этого достигаете. Может быть, у кого-то из вас напрямую вопрос будет связан с деньгами. Но здесь может быть еще и как откроется какая-то тайна. А что это за тайна такая? Все же вот посмотрите, даже карты пасьянса и карты Таро. Очень часто четверка жезлов, карта дома мы говорим. И если в жизни нашей бывает победа, то это праздник я называю после победы. И вообще это якорь. Это вот та стабильность, к которой, может быть, вы стремитесь. Или когда вы пытаетесь решить какую-то тему, но так, чтобы не на один день, два, а потом нам прилетает какая-то обратка. Да нет, тут действительно и победы, и праздник, и финансовое благополучие. Но вот какая-то запутанная история у вас, возможно, как раз как главное событие разрешится. И, возможно, теперь, когда вы смотрите это видео, вы даже не видите. Ну вот основная задача, кстати, астрологически это тоже где-то совпадает. По семерке жезлов, вот обратите внимание, наша девушка собственный дзен хранит. И много жезлов, 7, пытаются буквально достать. Она как будто не реагирует. Карта говорит, что силы могут быть неравны. Или не то, что мы должны вот буквально откликаться, бросаться там в какой-то бой или противостояние, ну так условно говоря. А силы не равны, потому что их много, ты один, Овен. И главное, ведь иногда по этой карте бывает как какие-то заботы, которые нам добавляют чужие люди. Эта ситуация может быть и по работе, жезлы, дела, работа, бизнес, или откуда к нам приходят деньги. И причем такая преамбула может быть, ну ты же справишься, или ну ты же можешь сделать лучше всех, а у меня сил не хватит. То есть вам тут под разными вариантами могут это подавать, под любым соусом, хочется сказать. Но будьте, наверное, стойки. Тут ведь самое главное не начать тратить свое собственное время, силы в каком-то ненужном направлении. И давайте тогда мы дальше спросим. В конечном итоге-то вот к чему же приготовиться до конца июня? К чему все идет? Какие энергии? Да, как главное событие. Девятка жезлов. Что-то вы передумаете. Будьте к этому готовы. По этой карте мы говорим, вот в этом деле я сделал все, что мог.
У вас такой интересный расклад, как будто с пасьянса нам все сказали. Ну, потому что, получается, я повторяюсь. А повторяюсь, поскольку карты такие выпадают. И тут действительно вы можете решить вопросы по финансам. Вы можете с кем-то договориться, это как главное событие. Возможно, через договоренности вам где-то и придется действовать. Но я не исключаю все-таки информацию, да, или этот сам по себе информационный поток, даже хочется сказать. Вот вы сейчас не видите. Вы даже можете не видеть, что вы будете действовать как-то по-другому. Возможно, кто-то из вас составил себе план, но уже с течением времени, с течением дней июня вы будете видеть, что план не годится. Нет, тут надо что-то переделать, передумать, переиграть. Изменились обстоятельства. Ваши планы могут меняться. Будьте к этому тоже готовы, потому как не все так однозначно. Ведь карта практически, которая в самом начале где-то, да, идет по первой позиции, как главное событие, она ведь и говорит, то, что ты видишь, искаженное восприятие, оно на самом деле обстоит не так. А то, что у тебя была какая-то заминка или как топтание на месте. Вот иногда по двойке жезлов девушка смотрит в окно. Но в конечном итоге тут должно именно через обстоятельства что-то у вас решиться. Ну, главное событие, так и хочется сказать, наверное, финансы. Причем у кого-то финансы это будут связаны с личной жизнью, у кого-то это будет связано, возможно, и с работой. Но будьте готовы, это вот действительно как ваша сильная позиция, уметь и суметь, может быть, договориться в каких-то даже сложных ситуациях, верховная жрица. Это та, которая умеет хранить молчание, и хочется подсказать, иногда ведь в нашей жизни бывает так. Мы в какой-то вопрос буквально, не встряли, хочется сказать. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Но ведь не секрет, на самом деле. К нам иногда обращаются люди и создают такую ауру событий, которые вот в их жизни, чтобы мы быстрее, то есть все направлено на то, чтобы мы кому-то сказали «да». А вот вам перед тем, когда кому-то сказать, вам нужно очень внимательно подумать, а вот вам лично это нужно? И, может быть, с учетом Верховной Жрицы, лучше молчать, вот правда. Ведь прообраз этой карты, когда-то это была карта Ля Папесса, я уже не углубляюсь в историю, но тем не менее она скрывала свое вот именно женское начало под мужским платьем, и это ей не помешало стать папой. Поэтому вот для вас такая позиция на июнь. Будьте внимательны, мои дорогие. А почему? А потому что две карты изобилия, процветания, именно денежные карты, кстати, иногда девятка пентаклей, карта отдыха. Вы будете что-то подводить, как к концу. Мне нравится, как десятку мечей Колет Барон Рид называет. Изящное завершение. И вот у вас, скорее всего, дважды, трижды изящно что-то придется завершить. Может быть, и выйти из какой-то ситуации вам захочется. Раньше вы в чем-то участвовали, а тут поймете, смысла нет. И я сделал или сделала все, что мог. С чем это связано? Давайте узнаем. К чему же приготовиться? Вот смотрите, вас как будто сама судьба готовит к переменам, к какому-то прорыву. И я должна сказать, что вторая половина 2026 года, а июнь у нас как пограничное значение, она будет более динамичная. Многое поменяется. Вообще это карта успеха, причем старший аркан. Поэтому у кого-то это правда будет связано с тем, что может быть и на работе, возможность построить карьеру. А карьера – получение новой должности или, может быть, найти работу. Обстоятельства я не исключаю. Тоже могут измениться, и это оказывает влияние не только на вас, но и людей. Люди принимают решения, и обстановку-то ведь они тоже меняют. Поэтому будьте как готовы, держите руку на пульсе, потому как любая какая-то новость, она не случайно посетила либо вас как инсайт, либо вы ее услышали, что-то узнали. Постоянно придется, видимо, анализировать, потому что, знаете, вот такой период для вас до конца июня, когда вы вроде бы сами делаете меньше, да? То есть вы не торопитесь включаться в те или иные вопросы, но наблюдая за тем, что происходит вокруг вас, вы принимаете более правильные решения. И вы, наверное, как ключевое тоже событие, могу сказать, подводите некоторые итоги в своей жизни. Вот такая задача июня.
Считайте это как главное событие, потому что карта колесница, если мы спросили, к чему приготовиться, приготовься, дальше будет веселей. Дальше пойдет что-то в динамике. И если сейчас июнь, он такой спокойный и неспешный. О, да еще и карта мага. Ну, наверное, все то, что я говорю, особенно по энергиям. Это как раз маг, великий практик. Он не торопится действовать, он сначала анализирует, обдумывает. Холодная голова от начала до конца. Да, иногда по этой карте могут у нас проходить, конечно, и люди, которые тоже где-то склонны манипулировать. Но я это озвучивала в нашем раскладе, поэтому перед тем, как мы включимся, согласимся на что-то, наверное, нужно у себя спросить, особенно именно до конца июня. Потому как, знаете, одно дело, когда мы довели что-то до ума, свое, то, что у нас там, может быть, как хвосты какие-то подтянули, как будто карты говорят, тебе сейчас нужно вот с чем-то разобраться или понимать, куда ты, как направление, твои намерения, потому что в последующем так быстро будут разворачиваться события, и, возможно, вы окажетесь среди новых людей, возможно, так обстоятельства сложатся, что вам придется совершенно в других энергиях, вот как магу и волшебнику, где-то и договариваться. А может быть, принимать во внимание люди манипулируют, и я буду манипулировать. Этого я тоже не исключаю. Как ни крути, главное событие – маг и колесница. И это у нас совершенно другие, нежели вот как огненная, да, импульсивная энергия, которая больше соответствует, конечно, Марсу, вашей планете управитель, а тут у нас Меркурий. Тут что-то будет пересмотрено. Поэтому не торопитесь в какое-то дело или согласиться. Может быть, когда кто-то настаивает, чтобы вы приняли участие, будьте магами и волшебниками, мои дорогие. Овны, предвидеть на пару шагов вперед – это мудрое решение, потому что впереди вы себе явно скажете спасибо. Я не исключаю, что у кого-то из вас главное событие, тем не менее, может даже касаться вашего автомобиля или вашей мобильности, или того, что вам придется, может быть, куда-то поехать, переехать, перемещаться. Это тоже вот где-то может оказывать на вас влияние, на ваши планы, как и до конца июня. Но тогда знайте, что это вас готовит к той динамике, которая последует позже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Искренне надеюсь, что наш краткий расклад был вам чем-то полезен. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Всегда очень интересно читать, с чем же были связаны события. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Кому недостаточно информации, много ссылок в описании под видео. И берегите себя, а я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.